Медведева и еще несколько звезд рискуют не попасть на чемпионат России. Надо ли их брать без отбора? Отсутствие Евгении на этапе Кубка страны в Казани ставит вопрос о ее планах и правилах отбора. Перед четвертым этапом Кубка России, как и перед всеми предыдущими, не обошлось без корректировки заявок. Вчера вечером Федерация сообщила о неучастии второго номера сборной в танцах Александры Степановой и Ивана Букина. Сегодня со ссылкой на свои источники добавил, что на этап не заявится Евгения Медведева. Будущее Медведевой туманно. Чем объясняется такое особое внимание к бронзовой призерке чемпионата мира? Она не доехала до Сызрани и Мегаспорта, а значит еще не принимала участие в нынешнем Кубке России. По действующему регламенту, если Медведева так и не появится в стартовых списках в Казани, она не сможет принять участие в чемпионате России. Впрочем, несколько дней у нее еще есть. Накануне нынешнего сезона Федерация фигурного катания России приняла особые правила. Согласно им, к участию в чемпионате России будут допускаться только те спортсмены, которые приняли участие в 2 этапах Кубка России по программе «Мастера спорта», на основании суммы очков, набранных на этих этапах. Другими словами, те, кого на этапах еще не было, должны заявиться в Казани и в Москве, иначе они обречены кататься по малозначимым товарищеским стартам без шанса попасть на чемпионат Европы или мира, через национальное первенство. Серия Гран-при, если ее можно назвать серией, не учитывается, в отличие от предыдущих сезонов. Весьма вероятно, что регламент пересмотрит, и всех, у кого были проблемы, допустят до чемпионата России. В случае с Медведевой вопрос теперь в том, заявится ли она на Гран-при России, до которого 2 недели. Если откатает там, будут хоть какие-то юридические возможности обосновать ее добор на национальный чемпионат. А дальше будет хоть какая-то перспектива бороться за сборную. Косторную мы вообще на стартах еще не видели, но она интуитивно ощущается как 3-й номер в том самом трио ТЩК, которое так не любит каждая из них. Почему бы не зацепиться? В прошлом году шанс обойти Трусову был. Но если говорить прямо, продление Евгении сезона на 2021 год в контексте чемпионата мира и Европы будет чудом. Реальным выглядит разве что командный чемпионат мира в Японии. Проблемы с позвоночником чреваты, и пусть от защемления нерва восстанавливаются за несколько недель. Вряд ли от хорошей жизни источники сообщают о нежелании заявляться в Казани. Недостаток формы накладывается на слухи, что не все в «Хрустальном» в принципе довольны возвращением двукратной чемпионки мира. Ситуация для Медведевой непростая, но она выбиралась и не из таких. Кто под угрозой не поехать на чемпионат России? Вроде бы альтернативы решению допустить фигуристов в обход регламента нет, все сильнейшие должны ехать в Челябинск. А с другой стороны, пренебрежение к своим же документам – это такая же неотъемлемая часть российского спорта, как судейские скандалы в футболе. И надо же когда-то начинать уважать свои же институты. Даже если, как резонно заявил Максим Траньков, принятие решений произошло поспешно. Может, скажи руководители федерации всем фигуристам заранее, что правила будут жесткие, те бы берегли себя и не устраивали битву за урожай. Условные Синицына и Коцалапов откатали бы на 2 четвертых места без нагрузок, Самарин бы сразу отказался от четверных, и все бы подводились ровно к чемпионату. Ситуация Медведевой не единична. На данный момент несколько десятков спортсменов только среди взрослых сборников не стартовали на Кубке России. Среди них Алина Загитова. Причину она назвала сама – работа в ледниковом периоде. Артур Даниэлян. Травма. Александра Степанова и Иван Букин. Они проходят вынужденный карантин из-за проблем у одного из тренеров. Виктория Синицына, Никита Коцалапов. Вику мучает травма, но здесь ситуация менее однозначная. Формулировка «приняли участие в регламенте» позволяет федерации трактовать выступление ребят в Москве как участие, за которое они получили 0 очков. Да, их нет в протоколах, но они очевидно принимали участие, видя Первого канала в помощь. Тогда им достаточно взять свои 15 очков за победу в декабре. Ксения Синицына. У дебютантки взрослого сезона травма,
и она только начала восстанавливаться. Анастасия Шпилевая, Григорий Смирнов. Дуэт распался. Еще несколько человек также ни разу не выступили в Кубке, но они заявлены на этап в Казани. Несколько сильнейших пар. Александра Байкова, Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Анастасия Мишина, Александр Галямов. Все пропустили старты из-за известного вируса у партнеров. Аполлинария Панфилова, Дмитрий Рылов. Снялись по состоянию здоровья еще с контрольных прокатов. Алена Косторная. Так был подобран календарь, сейчас она тренируется в обычном режиме. Чемпионат важнее принципов. Конечно, с вероятностью 99% всем травмированным как минимум дадут своеобразный вайлдкарт, возможность выступить без отбора. Правда, тогда не очень понятно, зачем рвали жилы другие сборники, зачем выходили с травмами Дмитрий Алиев и Александр Самарин и многие другие, когда можно было просто дождаться нужного решения федерации. Отношение к решению допустить всех как к чему-то очевидному тоже неправильно. Александр Жулин в разговоре после снятия Виктории и Никиты честно говорил: «Думаю, участие в Сочи и на Гран-при России им хватит для отбора. Может, подумать над некими экзотическими мерами, типа вычета 5-10 баллов от итоговой суммы для не сумевших отобраться через кубок. Или лишение возможности тренироваться на Челябинском льду во время чемпионата России. Должна же быть компенсация за отсутствие равенства между участниками».